существовании каких мужских секретов девушки не подозревают. Не забывай, с меня ролика, с тебя лайк и подписка. Ну и про коммент длиннее 4 слов не забудь. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Многие мужчины страдают тревожностью или депрессией, но мы не говорим об этом. Многие женщины не понимают, что нам требуется гораздо больше времени, чтобы понять, как мы относимся к чему-то. Дайте нам время подумать, и мы поднимем этот вопрос, когда захотим поговорить об этом. Но не пытайтесь давить на нас эмоционально, так как большинство мужчин не так движимы чувствами, как большинство женщин. Иногда мы мочимся на пятна в туалете, потому что нам лень пользоваться ёршиком. Иногда мы не разговариваем с людьми, потому что боимся их запугать. Я могу увидеть девушку в классной рубашке, но я не хочу, чтобы она думала, что я извращенец или еще что-то в этом роде. Вместо того, чтобы пугать ее тем, что парень ростом 6 футов 6 дюймов думает, что она сегодня хорошо выглядит, я просто оставлю ее в покое. Особенно если мы в лифте или где-то еще, где она не сможет уйти, если ей станет неудобно. Если бы парень сказал мне это, когда я выходила из лифта, и объяснил, почему он не сказал этого, пока мы были еще внутри, я бы определенно подумала, что это восхитительно. Может быть, даже захотела бы увидеть его снова. Вы даже не представляете, как женщины ценят, когда мужчины понимают, насколько сложным и небезопасным мир кажется женщинам большую часть времени. Мы отчаянно хотим, чтобы вы бросали нам вещи, а не просто передавали их нам. Когда я спросила своего мужа подтвердить это, он сказал: «Хе-хе, да, это весело ловить вещи. Лол, то же самое». Я просто спросила его, и он ответил точно так же. Нас тоже насилуют. Могу подтвердить, что ко мне приставала соседская няня 15 лет, когда мне было 7 лет. Если мы не перенесли все покупки за один раз, мы сделали это неправильно. Многое порно, которое мы смотрим, действительно странное, но то, что мы просто смотрели видео о сводной сестре, когда ее голова застряла в сушилке, не означает, что это какая-то странная фантазия. Девушка просто хорошо смотрелась в кадре. Лучший способ, который я когда-либо слышал, как все это объяснить: никто не хочет трахать свою сестру, но каждый хочет трахнуть свою воображаемую горячую сестру. Если вы похвалите мою внешность, я, вероятно, запомню это навсегда. Я до сих пор помню, как одна девушка в колледже сказала мне, что я хорошо выгляжу со своей бородой, когда я впервые ее отрастил. Я ее не сбривал с тех пор. Я девушка. В колледже я похвалила незнакомого парня в очереди за кофе, что он очень хорошо пахнет. Это был не подкат или что-то в этом роде, мне просто нравилось делать комплименты людям. Примерно через год у нас был совместный урок, и я его совсем не узнала. Он подошел ко мне и еще раз поблагодарил за комплимент, который я ему сделала год назад. И сказал, что не забыл, как приятно было слышать от незнакомца комплименты. В июне мы поженимся через 7 лет отношений. У нас есть волшебная сила думать ни о чем. Когда мужчина сидит с раздвинутыми ногами, это не что-то кексуальное. Мы просто пытаемся не раздавить свои яйца ногами. Мы не ожидаем, что вы будете выглядеть как супермодель, когда мы вместе состаримся. Да, временами я вижу тебя такой, какой видел 30 лет назад, и каждая морщинка и изъян исчезают. Да, бывают моменты, когда я вижу каждую морщинку и изъян, и я знаю, как ты получила каждый из них. Они тоже прекрасные. Знаю, этот комментарий скорее всего будет похоронен, но эти идеально круглые туалеты отстой, и они очень раздражают, когда ваш дружок касается внутренней части унитаза. Овальные туалеты, как и в большинстве общественных туалетов, гораздо лучше. Ваши шансы получить от нас то, что вы хотите, бесконечно выше, если вы скажете нам это прямо. Я была расстроена тем, что мой парень не понимал, что я считала ясными намеками, когда он ответил разочарованно: «Я не понимаю намеков, просто скажи мне, чего ты хочешь, женщина». Он действительно помог мне лучше общаться с парнями. Я не знаю, почему мы растем, думая, что не можем напрямую просить о вещах. Когда мы хотим побыть одни, это не значит, что мы не хотим быть рядом с вами. Это значит, что мы не хотим быть рядом с кем-либо некоторое время. О боже, как я все это понимаю. У меня бывают приступы, когда я просто не хочу ни с кем разговаривать, независимо от того, насколько мы близки. Мужчины тоже хотят быть желанными. Я могу сосчитать, сколько раз женщина приглашала меня на свидание, либо говорила, что я ей нравлюсь. Мы не пропускаем намеки, потому что мы тупые или глупые. Мы пропускаем их, потому что мы узнали на горьком опыте, что иногда это просто дружеская фраза. Если вы когда-нибудь смотрели на чувака и думали: «Вау, он привлекательный, я бы хотела пойти с ним на свидание», поговорите с ним. Мужчины любят уверенных в себе женщин. И даже если он не ответит вам взаимностью, вы сделаете его день, а может быть и год. Мужчины могут думать, что женщина кексуальна, не испытывая к ней кексуального влечения. Мужчины могут думать, что другие мужчины кексуальны, не испытывая к ним кексуального влечения. Мужчины могут уважать чью-то внешность независимо от их пола. Это не значит, что они хотят трахнуть эту цыпочку или этого парня. Это просто показывает уровень признательности за то, как они выглядят или как ведут себя.
Я девушка, и за эти годы я узнала, что если парень говорит что-то, то у него нет никакого скрытого смысла, и он имел в виду именно то, что сказал. У нас была подруга в колледже, которая всегда пыталась понять, что на самом деле означало то, что сказал тот или иной парень, и нам все время приходилось ей говорить: «Крисси, небо голубое, ничего больше». Это сбивает меня с толку, почему женщины вместо того, чтобы думать, что слова означают то, что означают, ищут все время в них какой-то скрытый смысл. Какие неэффективные коммуникативные навыки развились у женщин, если по умолчанию они не доверяют непосредственному значению слов. Умственная борьба, через которую мы должны пройти, чтобы не чесать пах в общественных местах. Требуется 100% моей силы воли, чтобы не сделать этого. Зуд может свести меня с ума, но эйфория от того, что я действительно чешу пах, так хороша, что я часто думаю, что это должно быть то, что чувствуют собаки, когда почесываешь их за ухом. Есть причина, по которой мужские брюки имеют глубокие карманы, которые достаточно глубоки, чтобы дотянуться до шаров. Дамы, вам нужно дать нам пощечину и крикнуть: «Ахни меня сейчас!» во всю глотку, чтобы мы поняли намек. Каждый парень в какой-то момент использовал свою эрекцию, чтобы держать полотенце при выходе из душа. Одна девушка сказала мне, что моя стрижка выглядит красиво. С тех пор я стригусь точно так же уже 4 года. Чувак, я получил комплимент по поводу шорт, которые я носил, и не был уверен, хорошо ли они выглядят или нет. Теперь это мои любимые шорты. Парни тоже любят, когда к ним подходят и приглашают на свидание. Моя нынешняя подружка, которая скоро станет невестой, пригласила меня на свидание. Мы работали в одной компании, и она просто подошла ко мне и сказала: «Эй, Джасти Бургер, я думаю, нам с тобой стоит пойти поужинать сегодня вечером». Я спросил ее, кто еще едет, и она сказала: «Я думаю, было бы неплохо, если бы это были только ты и я». Так что да, это было довольно круто. В моем офисе есть парень, которого я действительно хочу пригласить на свидание, и вы, возможно, просто подтолкнули меня сделать это. Правка. Не уверена, что кто-нибудь это увидит, но сегодня я случайно поговорила с ним в течение нескольких минут за обедом. Наш первый разговор, до сих пор мы только улыбались друг другу. И прежде чем он вышел из офиса позже в тот же день, он остановился у моего стола и пригласил меня на свидание. Ура! Эти мужские секреты, похоже, делятся на 3 типа. Мужские гениталии, привычки в туалете и непонимание женских намеков. Поняла. Вы, кажется, пропустили некоторые из самых важных из них. Многие мужчины крайне не уверены в себе. Многие борются с психическим здоровьем и живут в соответствии с ожиданиями, но нам трудно говорить об этом. Лично я борюсь с депрессией, социальной тревогой, и я разочарован в себе. Только что получил худшие оценки в своей жизни, недавно мое сердце разбилось. Я чувствую, что разрушаю свою собственную жизнь и никогда ни во что не вношу свой вклад. Я также могу быть анорексиком. Я знаю, что должен обратиться к профессионалу по этому поводу и полностью осознаю, что это скорее всего очень поможет, но я боюсь сделать это. Я чувствую, что не могу говорить об этом своей семье. Я отталкивал своих друзей в течение последних 3 месяцев. К счастью, у меня есть несколько друзей, с которыми я могу поговорить об этом. Обе женщины. Девушки гораздо лучше говорят об этих вещах, и я делаю это лучше с каждым днем. Психическое здоровье, вероятно, одна из самых сложных вещей для парня. Мы чувствуем то же давление, что и девушки, и можем быть такими же неуверенными, но, кажется, не можем говорить об этом. Я очень неохотно говорю с друзьями-мужчинами на более серьезные темы, потому что не знаю, как они отреагируют. Я знаю, что нахожусь в хорошей компании друзей, и они все понимают и, возможно, переживают то же самое. Но я все еще не могу по-настоящему поговорить с ними. И я думаю, что это относится ко многим мужчинам. Другое дело, что мы боимся физического контакта до некоторой степени, потому что граница между дружеским и сексуальным может сильно варьироваться от человека к человеку. Некоторые из нас просто хотят обниматься без чего-либо сексуального. Не обязательно быть с девушкой, просто физический контакт и чувство безопасности – это здорово. Парни должны чаще обниматься. Это не гейство, это дружелюбие. Другое дело, конечно, количество предубеждений вокруг гомосексуализма. Нет абсолютно ничего плохого в том, чтобы быть геем, поэтому перестаньте использовать геев как нечто негативное. Объятия действительно могут иметь огромное значение, как и многие другие виды физического контакта. Мы не всегда хотим заниматься кексом. Это не то, о чем мы думаем весь день, и мы можем быть не в настроении для этого. Кекс на самом деле не важен, это просто что-то приятное, что нам нравится делать иногда. В остальном мы очень простые существа, предсказуемые и глупые. У нас есть глупые фантазии, мы не всегда улавливаем очевидные признаки и склонны к чрезмерному анализу. Мы автоматически перейдем к решению проблемы, когда то, что вы действительно хотите, просто выговорится. Гениталии – это всегда странная штука, и мы все делаем вещи в частном порядке, которые мы предпочли бы не рассказывать всем, кого встречаем. Да, и еще кое-что. Пожалуйста, делайте нам комплименты.
Спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. Парни, пишите свои секреты, о которых девушки не знают. И не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик. Ну и про коммент длиннее 4 слов тоже не забудь. А также предлагаю посмотреть вот эти два ролика. До скорых встреч!